Проводим эксперимент с посадкой картофеля на 2 месяца позже, чем обычно. Для сравнения, рядом зеленеет картошка, посаженная в обычные сроки. В качестве семенного картофеля верхушки срезанные с обычной пищевой картошки из супермаркета. Специально сажаем клубни вниз ростками, чтобы увеличить количество подземных почек даже при небольшой глубине посадки. В ряду раскладываем верхушки гуще обычного с учетом нашего опыта, чтобы увеличить количество побегов после всходов. Расстояние между картофельными клубнями в ряду около 10 см. Расстояние между рядами 80 см. Опыливаем растительной золой и пеплом семенной картофель прямо в рядах. Эта простая операция позволяет увеличить урожайность картофеля на 10-15%. В качестве органических удобрений в этот раз мы вносим полуперепревший компост из коровьего навоза. В конце сезона посмотрим, даст ли урожай обычная пищевая египетская картошка из супермаркета и в нашем жарком климате. Основную часть клубней мы съели, а верхушки срезали и посадили. Так выглядят всходы экспериментального картофеля спустя 1,5 месяца после посадки. Многие сорта обычных сроков посадки к этому времени уже выкопаны, их видно на заднем фоне. Ботва экспериментального картофеля спустя 3,5 месяца после посадки. Ботва экспериментального картофеля спустя 5,5 месяцев после посадки. Перед сбором урожая. Побеги выросли довольно длинные. Могли бы получиться еще больше, но их побило морозом. Судя по наличию достаточно мелких клубней, возможно, при традиционных сроках посадки урожай мог бы быть и больше.
Выставляем весы на 0, чтобы не учитывалась масса ведра. Итого масса картофеля получилась 5 килограммов 590 граммов. А это значит, что масса урожая в 8,5 раз больше массы посадочного картофеля. Вот и все. Эксперимент удался. Картошку копали, а выкопали вот такое чудо. Красота. Она вот так, как собачка с хвостиком. Красивая, неимоверно. Да, надо ее в траву откинуть. Не знаю, что за гусеница.